Всем привет! В этом видео я покажу два способа, которым можно сделать плинтус скрытого монтажа в ваши проекты. Первый будет очень простой, а второй у вас получится вот такой вот плинтус. Также его можно будет выводить вот в такой вот каталог. Давайте начнем с первого легкого способа. Вам потребуется, чтобы у вас был отдельный слой для плинтусов, который вы будете чертить. У меня это выглядит так. Есть план плинтусов, у него есть слой для размеров, для текстовых выносок и для двух видов плинтуса. Вам, в принципе, достаточно будет создать один слой. Как видите, эти слои сейчас отображаются в рабочем поле. Все, нажимаю ОК. Теперь потребуется создать новый строительный материал. Я назову его плинтус и объясню, зачем он нужен. Я выбираю какой-нибудь материал с большим приоритетом и создаю на его основе дубликат и переименую так, как мне надо. Вот я создал строительный материал новый. Это плинтус напольный. В принципе, можно удалить расширение, если хотите. Но оно мне сейчас не мешает, но я удалю. Оставил здесь штриховку, которая была, просто изменил ей перо и изменил покрытие этого строительного материала. Приоритет сейчас остался тот же, но нам нужно сделать приоритет большой для этого материала. Давайте вот 966 пусть будет, можно поставить ровное число, там 970, но не максимальное. Это нужно для того, чтобы плинтусы, вне зависимости от того, на каком слое они лежат, не поглощались стенами, когда вы будете утапливать плинтус в стену. Сейчас я покажу наглядно, как это работает. Все, создали материал. Приоритет 970, плинтус напольный. Нажимаю ОК. Теперь я выбираю инструмент балка. Выбираю ей слой плинтус 1. Вот такая форма прямоугольная. И выбираю строительный материал. Пусть это будет плинтус, который я создал. Плинтус напольный. Отлично. Выбираем обязательно отметку 0 от собственного этажа и ставим ей размер. У меня здесь уже выставлены размеры, вы выставите такие, как вам нужно. Ну, в принципе, думаю, будет даже можно сделать его, раз мы делаем условно, можно сделать его немножко шире, чтобы он корректно отображался на плане. И высота для отображения в 3D, хоть и условного, но пусть будет 80 мм. Точку привязки я ставлю либо здесь, в зависимости от того, с какой стороны мы будем чертить. Я поставил тут, потому что чертить я буду слева направо. Выбираем принцип построения. Можно делать несколькими линиями. Я сейчас для примера просто выбираю одной линией, чтобы мы быстро его построили. И черчу плинтус слева направо. Вот так он выглядит. Пусть это будет 1200 мм. Так сейчас он выглядит в 2D. Такое отображение нас, естественно, не устраивает. Переходим в настройки балки и выбираем отображение на плане и в разрезе. Здесь что нужно изменить? Во-первых, выбираем линии контура. Я сделаю его вот таким вот розовым. И здесь не забудьте отключить ось привязки, поставить галочку вот здесь. Всегда скрывать ось привязки. И включить штриховку поверхностей. Включаем штриховку поверхности и выберем, какая она будет. Передний план. И на перо переднего плана штриховки я ставлю тоже розовый цвет, только немножко побледнее. Нажимаю ОК. И вот так теперь выглядит плинтус на чертеже. Но это без истинной толщины линий. Давайте проверим, как он будет выглядеть с истинной толщиной линии. Нажимаю правой кнопкой мыши и включаю истинную толщину линии. Советую, кстати, поставить это на горячую клавишу. У меня стоит на B английскую и русскую. Здесь вот подписано. Включаем. И видим, что плинтусы достаточно ярко выделяются на плане этажа. Можете настроить отображение такое, как удобно вам. Теперь перейдем к каталогу. Этот плинтус считается в каталоге и выглядит здесь вот так. Ну, у него уже, я смотрю, настроено отображение. Это мы сейчас увидим в 3D. Как делать такие каталоги? У меня есть видео на канале по созданию каталогов. Чтобы создать именно такой каталог, вот можете посмотреть параметры схемы и повторить их у меня. Переходим теперь в 3D. Вот так выглядит этот участок квартиры.
И вот так выглядит плинтус. Да, здесь он условно заходит внутрь, но нам это не интересно. Нам интересно то, как выглядит плинтус в самой квартире. Я сейчас отключу плоское сечение. И видим, что схематично, в принципе, этого достаточно в большинстве случаев. Теперь расскажу, зачем делали большой приоритет у материала. Я выбираю этот плинтус, перехожу в строительные материалы, чтобы сразу был выделен материал, который мне нужен. Плинтус напольный. И поставлю ему приоритет, там, например, 200. Нажимаю ОК. Как видите, стена поглотила плинтус, потому что приоритет у гипсокартона в этом случае выше, чем у плинтуса. Вот и весь ответ. Да, избежать этого можно при помощи настройки групп слоев. Но для тех, кто не хочет в это вникать, либо еще недостаточно разобрался с группами слоев, я, во-первых, выпущу видео на эту тему обязательно, по поводу слоев будет детально. А во-вторых, можете просто сделать большой приоритет материала, и у вас в любом случае не будет никаких проблем. Возвращаемся обратно и поставим сюда 970. Окей, вот плинтус вернулся. Перед тем, как перейти ко второму способу, я хочу напомнить, что поддержать мой канал можно очень просто. Просто поставьте лайк и напишите комментарий. Также есть в описании ссылка для донатов. Теперь давайте приступим ко второму способу. Переходим на план этажа. И потребуется начертить сложный профиль. Я для вас уже подготовил файл. Вам не нужно вычерчивать линиями вот этот вот профилек. Просто достаточно скачать его по ссылке в описании и перетянуть ваш проект. Теперь декомпозируем этот PDF. Исходные данные при декомпозировании не нужны. И здесь видите размер отсюда до сюда 80 мм. Я выбираю команду Ctrl-K, смасштабировать. Здесь стоит галочка «Определить графически», нажимаю ОК. И прицеливаюсь в эту точку и в эту. 80 мм. Перетягиваем это сюда. И нужно отключить истинную толщину линии. Отключаем. Снимаем группировку. Можете нажать просто Alt-G. Будет здесь горячие клавиши. Лишнее я удаляю, а нужное я копирую. Ctrl-C. Теперь создаем сложный профиль. Переходим в параметры, реквизиты элементов и менеджер профилей. Нажимаем здесь создать новый профиль. Назову его плинтус скрытого монтажа. И нажимаю ОК. Лишний образец мне не нужен. Я вставляю сюда линии, которые скопировал на центр текущего вида. И сейчас покажу, как нужно их разместить. Для начала мы выравниваем нижний край по точке привязки. И теперь хватаемся вот за эту точку. И при помощи нажатой клавиши Shift смещаем ее вот так вот относительно точки привязки. Что это значит? Это значит, что когда вы будете чертить балку, то у вас будет проходить здесь стена, а этот плинтус, эта часть плинтуса, будет находиться слева от вашей стены. Но это еще не все. Теперь эти линии нужно заполнить штриховкой. Выбираю инструмент штриховка и выбираю строительный материал. Здесь будет алюминий. Алюминиевый профиль. Нажимаю клавишу пробел, появляется волшебная палочка, щелкаю сюда и видим, что заполнился наш плинтус. Я включаю контур и видим, что у нас здесь теперь внутри нашего профиля, который мы сюда перенесли, есть штриховка алюминия. Значит, он будет состоять из алюминия. Если мы сейчас начнем его чертить в проекте, то здесь у нас появится гипсокартон. Нужно его как-то выдавить. Для этого создаем еще строительный материал. Перехожу в строительные материалы и на основе воздуха, вот воздушная прослойка, я создам еще один строительный материал. Нажимаю создать дубликат и назову его выдавливание. Делаю ему максимально возможный приоритет, чтобы он абсолютно все материалы мог с собой подавить
выдавить и оставить на своем месте пустое пространство. Здесь также можем удалить ID на будущее, оно нам не нужно. Обязательно, чтобы здесь было покрытие воздух. Тогда мы добьемся прозрачности в 3D и на чертежах. Нажимаем ОК. И выбираем штриховку. Теперь нам нужно будет ей заполнить вот это пространство. Давайте я помогу себе линиями. Выбираю штриховку, строительный материал, выдавливание. Контур ему не нужен. Нажимаю пробел. И вот здесь у меня появился этот строительный материал. Теперь можно удалить ненужные линии. Сейчас, так как у нас нет контура у воздуха, здесь немножко появляется вот такая коллизия. Это ничего страшного. Это не важно. Выбираем теперь здесь балку и нажимаем «Сохранить». Еще один момент. Если вы хотите, чтобы алюминий у вас был черным, нам нужно сделать замену покрытий. Выбираете вот здесь компоненты выбранные и выбираете обязательно алюминиевый профиль и нажимаете «Замена покрытий». И здесь выбираете черную краску. Я выберу краску антрацит. Все, теперь не забываем нажать «Сохранить» и переходим на наш план плинтусов. Так, здесь это лишние линии. Балку, которую мы создали в начале, я вот так сюда отодвину. Возьму ее пипеткой, чтобы сразу были переданы параметры по отображению на плане этажа. И теперь выберу, что здесь будет сложный профиль скрытого монтажа. И вот так вот его черчу. Пусть он будет там 1000 миллиметров. Вот так он выглядит здесь. Как он выглядит в 3D. Сейчас давайте я включу уже заранее настроенное плоскость сечения. И можно будет видеть, как выглядит этот профилек сейчас в 3D в сечении. В принципе, кстати, можно таким способом делать теневой профиль. То есть этого достаточно. Но если вы хотите сделать плинтус скрытого монтажа, сделать все правильно, и чтобы на узлах, которые вы будете делать, и в 3D смотрелось все четко и классно, то потребуется еще действие. Давайте продолжим. Нам не хватает опустить выдавливание вниз, задвинуть сюда покрытие финишное и здесь вставить сам плинтус. Давайте перейдем обратно в настройки редактирования плинтуса скрытого монтажа. Я опускаю эту грань на толщину моего напольного покрытия. В моем случае это 15 миллиметров. Нажимаю «Сохранить». Теперь мне потребуется вставить сюда саму плашку плинтуса. Для этого я опять же выбираю штриховку. Выбираю здесь строительный материал, который я уже создавал. Это плинтус напольный. И черчу его по высоте 80 миллиметров. Вот так он выглядит. Давайте ему поставим ограничивающие линии. И здесь можно еще сделать фаску. То есть скруглить, например, там на 2 миллиметра. Пусть будет так. Но так как у нас сейчас здесь есть выдавливание, оно выдавит этот плинтус и ничего не получится. Нам нужно взяться за грань этого материала, нажать здесь вычитание и навестись на плинтус, который мы создали. Вот так обведется голубой линией, я надеюсь, вам видно. И нажать левой кнопкой мыши. Все, теперь у меня осталась штриховка выдавливания. Вот такая аккуратная вот здесь. Вот здесь. Это штриховка плинтуса, а это штриховка самого профиля. Давайте плинтус покрасим еще в белый цвет. Выбираю краска глянцевая белая, пускай будет. И нажимаю «Сохранить». Теперь переходим в 3D и смотрим. Вот теперь это выглядит уже вот так. Теперь, чтобы затащить это напольное покрытие сюда, нужно сделать еще одну настройку. У меня она уже стоит, я покажу вам, как сделать так, чтобы это работало. Вы переходите в слои. У меня
напольное покрытие, именно верхушка, вот этот ламинат, лежит на отдельном слое. 20 слой напольное покрытие. И вот слой, который мы выбрали для плинтуса, плинтус 1. Вот я их выбрал, и видите, у меня здесь группа слоев. У напольных покрытий стоит 9, а у плинтуса 1. У вас может стоять любая цифра, не обязательно девятка, отличная от единицы, но не 0. Сейчас я покажу, как это работает. Нажимаем ОК и затянем напольные покрытия под плинтус. Вот теперь все так, как должно быть. Сейчас покажу для примера, что будет, если у вас будут одинаковые цифры в группах слоев. То есть здесь единица, и у плинтуса 1 тоже единица. То просто выдавливание поглотит наш ламинат. Нам это не нужно. Можно заморочиться и настроить строительные материалы так, чтобы у вас все работало в одной группе слоев, но зачем, если можно сделать проще. Так что возвращаемся обратно и ставим у напольных покрытий другую цифру. Давайте я покажу, как это работает еще в спецификации. У нас за счет того, что здесь стоит строительный материал, многослойная конструкция, профиль или штриховка, отображается как и плинтус, который сделан балкой, так и плинтус, который сделан профилем и подписывается названием, которое присвоено либо строительному материалу, либо профилю. Вот так отображается это в предварительном просмотре сечения. Также есть зона. И если мы, допустим, перекинем этот плинтус еще вот сюда, давайте изменю ему длину, чтобы точно было для корректности, можно проверить. Смотрим. И добавляется, что в гостиной тоже есть плинтус скрытого монтажа вот такой длиной, и считается общее количество. Вот так можно просто и иногда сложно делать плинтус скрытого монтажа в ваши проекты. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!